Приветствуем наших подписчиков и гостей Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о признаках того, что вам стоит остерегаться, какие могут быть признаки беды и что укажет на предстоящую беду или какую-то проблему. Очень важная, друзья, информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Не игнорируйте, пожалуйста. Вы знаете, когда человек живет, придерживаясь всех правил, старается к людям относиться с добром, Вселенная с таким человеком устанавливает особую связь, благодаря которой жизнь такого человека складывается более успешно. Перед ним открываются постоянно какие-то новые двери, возможности. Его жизнь складывается благоприятно, а только светлая энергия сопровождает его на жизненном пути. Счастье, удача, успех, любовь, изобилие становятся его спутниками, а денежная энергия также не остается в стороне. Все, о чем он мечтает, может с легкостью воплощать в жизнь, а на его пути встречаются также добрые люди, которые содействуют ему в нужный момент. Такие люди успешны, и эту возможность они обретают не только благодаря своему доброму сердцу и искренней душе, но и благодаря стараниям, упорству и тому, что они не ленятся постоянно чему-то обучаться, после чего это все постепенно вводят в свою жизнь. А это, как вы знаете, очень нелегкий труд, который требует немало времени, сил, энергии, но та жизнь, которую они обретают, этого стоит. Часто Вселенная предупреждает таких людей, когда что-то в их жизни должно произойти, чтобы они имели возможность это исправить, обойти данное происшествие или же, зная, что их ожидает, обретают способность справиться с тем, что нежеланное приходит в их жизнь. Очень важно уметь читать знаки и не проходить возле них стороной, чтобы потом не жалеть о том, что была возможность как-то отреагировать, а вы ее упустили. Если в вашем доме никогда не было таких насекомых, как муравьи, и вдруг они появились, это означает, что вас ожидают неприятности. Насколько они будут велики, укажет и количество муравьев, которые вы видите. Если их не слишком много, значит и неприятности не будут крупными. Если же вы видите их на протяжении долгого периода времени, значит и проблемы ожидаются затяжные. Поэтому не нужно расстраиваться, если они начнутся, нужно собраться, настроиться на то, что вы очень быстро со всем справитесь, и вы увидите, так обязательно и будет. На этом этапе пейте травяные чаи, чтобы энергетические силы приумножались, а биополе было крепкое и могло противостоять любому негативу со стороны. Когда будете пить чай, проговаривайте обязательно такие слова: энергетически сильный чай пью, силы обретаю, любые проблемы разрешаю. Если же в доме появились тараканы, это означает, что возле вас собрались нечистосердечные люди, что вам нужно присмотреться к своему окружению, пока не поздно, так как данным людям не только от вас что-то нужно, но они затевают неладное. Это может быть как желание подставить вас на работе, так и желание наслать порчу, отобрать то, что им хотелось бы иметь в своей жизни. Поэтому нужно поджечь тоненькую восковую свечу, подержать ее на уровне глаз и при этом трижды проговорить обязательно такие слова: «Я помыслы злые ощущаю, предупреждение тем, кто зло готовит, отправляю, что все негативные энергии, что ко мне пришлете, обратно и заберете». Проговорив, дуньте на огонек, далее выйдите на улицу и свечу выкиньте в мусорный бак через правое плечо. После проделанного недоброжелатели себя обязательно проявят, так как на энергетическом уровне они ощутят угрозу. Как поступить с ними, здесь уже решайте сами. Если же в вашем доме завелись мухи или же появляются постоянно крупные, даже при том, что везде стоят сетки и все двери закрыты, это означает, что кто-то из близких или же вы сами заболеете. Поэтому вам нужно провести ритуал, который очистит биополе. Вы знаете, ритуалов очень много, но вы выберете на интуитивном уровне. Это поможет, если полностью не избежать болезни, то с легкостью с ней справиться.
Если в доме появилась моль, это означает, что вам нужно обратить внимание на энергетику жилья, так как вокруг вас образовывается по какой-то причине энергетический застой, светлые энергии перестали попадать в ваш дом. Для этого нужно провести в доме генеральную уборку, пересмотреть все вещи, избавиться от старых, ненужных, остальные подержать на солнышке, чтобы они напитались светлыми энергиями, перемыть обязательно все труднодоступные места, избавиться от пыли. Не забывайте обтереть и от паутин углы на потолке, так как в этих местах больше всего скапливается негатив. После уборки возьмите веточки лаванды, не менее 17 штук, подожгите их и хорошо окурите свой дом, шкафы, углы, при этом проговаривая такие слова: «Энергии сильные мой дом теперь не только наполняют, они весь негатив и из него изгоняют. По дому с легкостью передвигается, он благодаря этому счастьем и благополучием наполняется». Когда закончите, веточки затушите и вынесите на улицу, после чего по дому разложите веточки лаванды в труднодоступных местах, в шкафах, под спальное место. Это поможет вам возобновить светлую и сильную энергетику жилья. Так они должны будут пролежать месяц, после чего выйдете на улицу и сожгите их. Разницу в энергетике дома после проделанного вы ощутите сразу, и в доме станет приятнее находиться, легче дышать, нормализуется сон, общее состояние всех членов семьи. Если у вас ни с того ни с сего на посуде, такой как тарелки, мисочки, пиалы и на всем, что касается приема пищи, появились трещинки, это указывает на то, что вас ожидают финансовые трудности, денежные потери, что из дома уйдет благополучие. Чтобы этого избежать, на протяжении 3 дней давайте нуждающемуся любые деньги. Сумма не имеет значения. При этом проговаривайте такие слова: «Вселенная, помоги, от финансовых трудностей убереги, денежная энергия не уходи, а наоборот приходи, изобилием окружи». После проделанного посуду сразу заверните в какую-то ткань, сверху посыпьте щепоточку соли, проговаривая такие слова: «Связь с этой посудой навсегда теряем, деньги сохраняем». После чего на следующий день купите что-то новое из посуды, это поможет вам избежать денежных проблем. Бывает и такое, что если в вашем доме побывал очень завистливый и злой человек, посуда, соответственно, на себя примет весь негатив, который такой человек принес в ваш дом, после чего в течение 3 дней на ней образуются трещины, могут появиться сколы на питьевой посуде. В таком случае нужно поджечь 3 веточки мяты, окурить остальную посуду и проговорить при этом такие слова: «Оставшуюся посуду энергетически защищаю, негатив с нее убираю». После чего веточки выбросите. Ту посуду, что побилась, незамедлительно вынесите подальше от дома и выбросите. Сделайте это левой рукой, проговорив трижды такие слова: «Эта посуда больше не моя, связь энергетическую с ней разрываю, за помощь благодарю и отпускаю». После чего идите по своим делам, не расстраивайтесь, вам повезло, так как таким образом вы с помощью посуды избавились от негатива, который могли подобрать вы или кто-то из членов вашей семьи. Но не стоит забывать о законе Вселенной: когда где-то убывает, обязательно где-то прибывает. Плохой народной приметой является и то, когда настенные часы останавливаются. Это говорит о том, что кого-то из членов вашей семьи угрожает опасность. Нужно поберечься, не делать необдуманных поступков. Если собирались в какую-то дальнюю поездку или же путешествие, стоит поберечься. Может произойти несчастный случай, поэтому если кто-то водит автомобиль, минимум на 7 дней стоит пересесть на общественный транспорт. Не стоит принимать такие опрометчивые решения. Это, к сожалению, неприятная ситуация может коснуться всех, но больше всего стоит поберечься тому, кто увидел то, что часы остановились. В таком случае нужно быстро поменять в них батарейку, починить. Если же они не подлежат ремонту, нужно перевязать их темно-синей ниткой, проговаривая при этом такие слова: «Все беды, что вы предвещали, вас и остаются. Ниткой перевязываю, вас с ними воедино связываю. Так как вас выношу, так и беды из дома своего отгоняю, себя и свою семью от них уберегаю». После чего вынесите их подальше от дома. Купите новые. Перед тем, как разместить их на стене, трижды обязательно прокрутите стрелку по кругу, как бы заводя их.
После чего установите правильное время, проговаривая такие слова. Мы намного от тех событий, что нас ожидали, вперед ушли. Нас теперь только счастье окружает, а радость сопровождает. Так вы не только нейтрализуете такую примету, но и притянете в свою жизнь приятные события. Если же часы упали со стены перед кем-то, это говорит о том, что на данном человеке сильный негатив, такой как проклятие, наслан он для того, чтобы отобрать у данного человека жизненные силы и лишить его той прекрасной жизни, которая у него есть. В таком случае эти часы нужно разобрать и выкинуть в разных местах, чинить их нельзя. А вернувшись домой, нужно первым делом принять душ, подумав о том, что вода очищает все энергетические каналы, после чего покачать яйцом, не пропуская ни одной части тела. При этом скажите такие слова: яйцо проклятия вбирает, меня от него очищает, силу жизненную мою отобрать не позволяет. Когда закончите, яйцо смойте в канализацию. Последним этапом нужно сделать веничек из мяты, полыни, розмарина и окурить себя тщательно, проговаривая при этом такие слова: «Силы ко мне необычайные придите, со всеми проблемами справиться помогите. Биополе укрепите, энергиями нужными, энергиями сильными, травы наделяют, каналы очищают и оберегают». После чего этот веничек нужно вынести и выбросить в водоем с бегущей водой, в стоячий ни в коем случае нельзя. Это сильный старинный ритуал, который поможет вам избежать проклятия и бед, которые оно способно принести в вашу жизнь. Если у вас упал карниз, нужно первым делом обратить внимание на то, в четное или в нечетное число это произошло. Если нечетное, значит это указывает на то, что вас ожидают проблемы с деньгами, что нужно вам провести ритуал, который поможет притянуть денежную энергию в большом количестве и поберечься от необдуманных денежных трат. Если вы думали что-то купить, но без этой вещи можете на данном этапе обойтись, так и сделайте. Если же это произошло в нечетное число, то говорит о том, что в семью придут недопонимания, ссоры, конфликты, что могут разладиться отношения настолько, что все закончится разводом. Поэтому, чтобы такого избежать, нужно исправить первым делом ситуацию, все починить, после этого зажечь свечу, сделать с ней 3 круга по часовой стрелке и при этом проговорить такие слова: «С огнем по кругу иду, все проблемы на пути убираю, с семьей связь укрепляю, недопонимание, проблемы, скандалы и беды огнем выжигаю, они в дом этот не придут, ничего не испортят и не отберут. Будут любовь и взаимопонимание и дальше в нем обитать, нас окружать и радовать». После чего свечу установите по центру обеденного стола, пусть догорит. Агарок положите под коврик у входной двери, так он должен будет пролежать 3 дня, после чего вынесите его утром и выбросите под крепким деревом, но только так, чтобы по нему никто не ходил. Ваши семейные отношения после проделанного будут еще более крепкими, чем были ранее, вам не о чем будет переживать. Зеркало, друзья, зеркало — это сакральный предмет, и оно способно привлекать как положительные, так и отрицательные энергии, поэтому с ним нужно обращаться очень осторожно. Если его разбить, в дом придет беда, поэтому такое действие нужно сразу ликвидировать, посыпать на него крупными кристаллами соль, завернуть в темную ткань, вынести из дома, но ни в коем случае не брать руками. Но, конечно же, бывает и такое, что зеркало лопает само по себе, когда к этому не причастен никто из членов семьи. Тогда первым делом в такое зеркало нельзя смотреть, так как это привлечет к данному человеку проблемы, с которыми будут непросто справиться. Затем нужно обратить внимание на то, где находится трещина или же скол, так как это способно на многое указать. Например, если в верхнем левом углу, значит, то дело, над которым вы сейчас работаете, закончится неудачей. Если в верхнем правом углу, это указывает на то, что возле вашей семьи есть недоброжелатели, которые желают сделать так, чтобы ваши семейные отношения распались. Если такое происходит у человека без пары, и он сейчас в отношениях, это указывает на то, что партнер обманывает. Стоит быть внимательнее. Ну а если в отношениях пока не состоите, это указывает на
на то, что знакомство, которое произойдет в течение короткого промежутка времени, будут только пустой тратой вашего времени. Поэтому стоит сразу обращать внимание на того, с кем вы встречаетесь, придавая значение всем нюансам. Если зеркало лопнет по бокам, это укажет на то, что вы на правильном пути, что ваша жизнь интересна и увлекательна, что позади вас много завидующих людей, поэтому стоит чаще проводить очищающие практики, чтобы убирать негатив и далее идти выбранным путем, не сворачивая с данной дороги, так как дальше будет только лучше. Если же зеркало лопнуло по центру, это означает, что на вас или на кого-то из членов семьи навели порчу, впитав которую зеркало не выдержало, поэтому нужно срочно провести очищающий от порчи ритуал. Если от зеркала отобьется кусочек, это означает, что денежных проблем избежать не удастся. Если ребенок разобьет зеркало, это укажет на то, что кто-то сообщит вам неприятную новость. Если разобьет человека в возрасте, это укажет на то, что в семье возможны измены, или же на то, что вы или кто-то из членов семьи начал мало внимания уделять своей семье. Данные действия нужно пересмотреть, пока не стало поздно. В любом из этих случаев зеркало нужно в этот же день вынести из дома, чтобы минимизировать то, что оно вам привлечет. Поэтому, друзья, используйте эти знания себе во благо, они помогут вам избежать многих проблем и бед, а также выбрать правильное для себя решение, не сбиться с нужного пути, ведь когда знаешь, легче правильно поступить, чем когда проблемы застигают внезапно. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, в комментариях напишите свое мнение по этому поводу, какие у вас признаки того, что у вас предстоит какие-то проблемы или беды, или неприятности. Обязательно напишите. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.